История Древнего Египта по сей день завораживает не только маленьких детей, но и вполне взрослых мужчин и женщин. Многие люди стремятся в это место, чтобы разгадать загадки его совершенных пирамид. Затерянный лабиринт Египта. 500 лет назад в Египте был огромный лабиринт, который, если верить египетским летописцам, превосходил даже пирамиды. Это было огромное здание высотой в 2 этажа, внутри которого находилось 3000 различных комнат, связанных извилистым лабиринтом проходов, настолько сложных, что никто не мог найти выход без провожатого. Внизу находился подземный уровень, который служил гробницей для королей, а наверху была массивная крыша, сделанная из одного гигантского камня. Бесчисленные древние авторы описывали лабиринт, утверждая, что видели его собственными глазами, но 2500 лет спустя ученые не имеют ни малейшего понятия о том, куда он делся. Самое похожее, что было найдено, это массивное 300-метровое каменное плато, которое, по мнению некоторых, было основанием лабиринта. Если это так, то историю нужно переписывать. В 2008 году группа специалистов по геолокации проверила плато и обнаружила, что под ним находится подземный лабиринт, как это описывал один из древних писателей. На данный момент, однако, никто даже не начинал раскопки этого места, которое может быть величайшим археологическим чудом Египта. Неизвестная царица Египта. В 2015 году археологи наткнулись на гробницу женщины, которая была похоронена среди великих пирамид древнего царства Египта. В ее могиле были надписи, которые называли ее женой фараона и матерью фараона. 4500 лет назад она была одной из самых могущественных женщин на планете. Но никто не знает, кто это. Историки окрестили ее Хинтакавис III, исходя из предположения, что она была дочерью фараона Нефереркара Какая и царицы Хенткоус II, а также женой фараона Неферефра и матерью фараона Менкаухора. Но это лишь предположение. Кем бы она ни была, она когда-то была невероятно могущественной женщиной, но сегодня о ней все забыли. Проклятие Тутанхамона. Об этом написано немало книг и даже снято несколько фантастических фильмов. Да и сами жители Египта порой искренне верят в то, что гробницы фараонов, где складировалась бесчисленная драгоценная утварь монархов для последующей загробной жизни, специально зачаровывались, дабы воры не разграбили имущество усопшего. Отдельного рассказа о проклятиях заслуживает гробница Тутанхамона, обнаруженная 6 ноября 1922 года Говардом Картером и Джорджем Карнарвоном. Согласно легендам, в день раскопок Картер обнаружил надпись «Смерть расправит крылья на всех, кто нарушит покой фараона». Согласно же фактическим данным, ряд членов раскопочной группы умерли в течение нескольких лет. А к 1930 года в живых остался только сам Картер. Многие исследователи долгое время бились над разгадкой этой истории. Часть из них предполагает, что объяснением проклятия является особый яд, нанесенный на стены гробницы, однако доказательств этому нет. Мумия, обернутая в иностранную книгу. В 1848 году мужчина купил древнюю египетскую мумию у лавочника в Александре. В течение многих лет он показывал ее как обычный экспонат, не понимая, насколько странным был артефакт, который он нашел. Только сняв часть бинтов с мумии спустя несколько десятилетий, ученые обнаружили что-то очень необычное. Мумия была обернута в страницы книги, но эта книга была написана не на египетском языке. Понадобились годы исследований, чтобы понять, что это был за язык. Сегодня ученые знают, что книга была написана на этрусском языке, которым пользовалась древняя цивилизация, когда-то жившая на территории современной Италии. Это язык, о котором сегодня почти никто ничего не знает. Текст, в который завернули мумию, является самым длинным этрусским текстом, когда-либо найденным исследователями. Но никто не знает, о чем говорится в нем. Ученые смогли понять несколько слов, которые, по-видимому, являются датами и именами богов, но остается только предполагать, почему в странице завернули мертвое тело. Более того, неизвестно, почему египетская мумия была завернута в этрусскую книгу. Израильский сфинкс. В 2013 году в Тель-Хазаре, Израиль, археологи обнаружили то, чего они никогда не ожидали найти так далеко от Египта, 4000-летнего египетского сфинкса. Если быть точнее, то они нашли лапы статуи, опирающиеся на пьедестал. Остальная часть, как считается, была сознательно уничтожена тысячи лет назад. Прежде чем кто-то разрушил этого сфинкса, он высотой примерно 1 метр и весил полтонны. Никто не знает, что делает египетская статуя в Израиле. Единственная подсказка, которую сумели найти, это надпись на пьедестале, гласившая «Фараон Микерин», фараон, правивший Египтом около 2500 лет до нашей эры. Очень маловероятно, что Тель-Хазар был завоеван египтянами. Во время правления Микерина, или Маинкаура, Тель-Хазар был торговым центром в Ханании, непосредственно между Египтом и Вавилоном. Он имел жизненно важное значение для экономического благосостояния двух крупнейших держав в этом районе. Как предполагают ученые, это мог быть подарок – исчезновение царицы Нефертити.
Царица Нефертити вошла в легенды, поскольку является одной из немногих женщин, которые правили Египтом. Она была великой женой фараона Эхнатона, а также, вероятно, матерью фараона Тутанхамона и, как полагают ученые, в течение определенного времени правила Египтом единолично. Но при этом место упокоения Нефертити неизвестно. Поиски ее могилы продолжались годами. До 2018 года археологи были почти уверены, что нашли ее захоронение в секретной камере, скрытой в гробнице короля Тутанхамона. Однако, в мае они тщательно осмотрели стену и обнаружили, что там ничего не было. Любопытно, что в египетской истории нет упоминания о ее смерти. После 12-го года правления ее мужа Эхнатона все упоминания о ней просто исчезли из исторических документов. Некоторые считают, что это случилось потому, что Нефертити стала фараоном и приняла другое имя, но не все согласны с этой теорией. Некоторые полагают, что отгадка более прозаична. По мнению доктора Джойса Тидели, Нефертити никогда не была фараоном. Так или иначе, но ее судьба остается загадкой. Королевство Пунт. Согласно некоторым записям, сохранившимся в Древнем Египте, египтянами упоминалось царство Пунт, предположительно расположенное в Африке. В документах указывается, что царство было полно золота и прочих богатств. Более того, на древнеегипетском изображении представлен образ царицы этого царства, то есть женщины. Само государство по сей день не найдено и неизвестно, на какой современной территории оно могло быть. Единственными источниками информации являются два чучела забальзамированных бабуинов, которые, судя по всему, когда-то были дорогим подарком из царства Пунт. А анализ ДНК чучел указывает на то, что они прибыли из страны, располагавшейся на территориях современной Эритреи или Восточной Эфиопии. Великая пирамида с тайной комнатой. Великая пирамида была построена, по примерным оценкам, около 4500 лет назад для того, чтобы сохранить в целости и сохранности останки фараона Хуфу. Пирамиду действительно можно назвать великой, ведь для ее строительства использовалось более 2 миллионов блоков из камней. По сей день она остается невероятным сооружением для своего времени. Несмотря на изученность, не так давно ей удалось удивить исследователей. Осенью 2017 года при сканировании исследователи обнаружили потайную комнату, скрытую над большой галереей. К сожалению, открыть комнату на сегодняшний день так и не удалось, так что ее содержимое остается полностью неизвестно для ученых. То, что находится в ней, могли поместить только во время строительства, поскольку сама комната не имеет ни путей, ни входов. Свет Дандары. На стене храма в египетском Дандаре есть огромный рельеф, показывающий очень странный образ. На нем изображена, согласно обычной интерпретации, змея в большом шаре огня, вылетающем из большого цветка лотоса, который поддерживается столпом с человеческими руками. Это странная картина, но не только потому, что у стойки есть руки. Это просто очень похоже на модель трубки Крукса, разновидности ранней лампочки, изобретенной в XIX веке. На самом деле, это настолько похоже на лампочку, что некоторые люди думают, что это может быть диаграмма, показывающая, как ее создать. Хотя эта теория похожа на те, которые обычно рассказывают псевдоисторики на YouTube, у нее есть довольно убедительные аргументы. Комната, в которой изображен свет Дандары, является единственной комнатой во всем храме, в которой не было обычных масляных ламп. Археологи обнаружили нагар, который свидетельствует об использовании египтянами ламп во всех частях здания, за исключением этой комнаты. Поэтому, если в данном помещении не было подобной ранней версии лампочки, как вообще в нем можно было что-то видеть? Разрушенная пирамида. Пирамида Джедифра должна была стать самой высокой пирамидой в Египте. Хотя у Джедифра не было ресурсов для создания самой большой пирамиды, но использовал небольшую хитрость. Он построил пирамиду на холме. Но по какой-то причине, хотя все остальные пирамиды Египта простояли не 1000 лет, пирамида Джедифра стала единственной, которая была полностью уничтожена. От нее осталось только основание. Никто не знает, что случилось с пирамидой, есть только теории. Некоторые считают, что Джедифра просто умер, прежде чем пирамида была достроена, и она осталась в руинах. Другие считают, что римляне разобрали ее на камень 2000 лет назад, разрушив исторический памятник. А может быть, народ Египта ненавидел Джедифра настолько, что он разрушил целую пирамиду. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.